Друзья, всем привет и добро пожаловать на мой канал. Здесь мы говорим о бьюти, о красоте и о том, как же нам быть и оставаться такими прекрасными, какие мы есть. И сегодня я в этом видео хочу вам показать мою утреннюю бьюти-рутину, которую я делаю практически каждый день, без учета того, что мне нужно куда-то очень срочно собираться. Занимает это не более 15 минут и позволяет мне вот примерно вот так вот выглядеть из того человека, который вы увидите дальше. Если что, не пугайтесь. Вот, с вас лайк, подписка на канал, комментарий пишите и хорошего просмотра. Ну что, друзья, всем привет! Мы вас приветствуем на моем YouTube-канале. И сегодня мы с вами будем собираться на рабочий день. Ну, точнее, это личный день, по сути, в моей жизни, потому что я работаю из дома. Но чтобы вот не выглядеть на созвонах вот так вот, а я проснулась, наверное, где-то час назад, и немножечко уже поработала, но надо приводить себя в чувство. Буду вам сегодня рассказывать, как я это делаю практически каждое утро, потому что я получаю много комментариев по поводу того, что я всегда очень свежо, хорошо выгляжу. Вот, мне, конечно, очень приятно. Вот. Так как мне скоро 30 лет, каждый мой день начинается с витаминчиков. В первую очередь это витаминчики для моего прекрасного железа и для моей крови, потому что я попадала уже в дефицит железа. Это было нехорошо. Состояние общее было просто ужасное. Пишите в комментариях, если вам интересно, чтобы я рассказала об этом, как выходить из этого состояния, потому что оно очень похоже на депрессию, но все-таки вызвано не психологическим состоянием, а гормональным уровнем состояния баланса внутри организма. По следам железа я пью йод. Йод также очень сильно влияет на наше внутреннее состояние, и витамин D. Вот, выпиваю это просто с водичкой. Также я пью магний, цинк, но это попозже, это после еды, пока рано. Это просто натощак, на голодный желудок. Иногда я добавляю какой-нибудь лимончик, иногда делаю водичку тепленькой, когда как. И пока собираюсь, пью. Ой, дальше давайте перейдем к нашему прекрасному лицу. Я с утра обычно не умываюсь никакими средствами, мне это не очень нравится, потому что кожа достаточно чистая. Зачастую я просто смываю что-то водой. Ой, касаемо чистки зубов и средств для чистки зубов, я сейчас использую какую-то испанскую пасту. Честно, так себе. Она идет по цене Марвеса, который я безумно люблю, и я использую только отбеливающие пасты. И вот Марвес серенький с этим прекрасно справляется, но сейчас какая-то дефицит в испанских аптеках моей зубной пасты, поэтому, ну так. И, соответственно, электрическая зубная щетка. Иногда, если я чувствую, что у меня воспаленные по какой-то причине зубы, десна, я использую Курапрокс. Курапрокс супер. Заплатите мне денег за рекламу. Курапрокс мы любим. И также я для себя недавно открыла вот этот вот прекрасный девайс. Вы не поверите, я жила 30 лет, и я не знала, что существуют такие штуки, которые просто делают твой язык чистым. Я накапала на себя. Которые делают просто язык чистым, и я раньше очень переживала за грязный язык. Вот, также, кто это еще не делает, девочки, пожалуйста, купите себе вот такую вот штуку и никогда, я вас молю, никогда не вытирайте свое лицо полотенцем. Просто промакивающими движениями. Все, она впитывает, и все. И у вас лицо чистое, и высыпаний не будет. Сейчас у меня такое немножко неровное лицо, потому что сегодня первый день месячных. И во время ПМС меня периодически обсыпает, но можно поставить мне памятник. Во время этого ПМС мне очень сильно хотелось сладкого, но я ела только протеиновые батончики, что уже лучше, чем есть сахар. И я особо не ковыряла. А это победа, если честно. Дальше мы с вами будем наносить увлажняющие средства. Я, если честно, не очень люблю какой-то супер уход, миллион сывороток, средств и тому подобное. Поэтому у меня все достаточно просто. Сейчас я тестирую трио бестселлеров от Рианы и от ее Fenty Skin. Соответственно, это смывашка для макияжа.
Интересная текстура, очень классная, но, соответственно, сейчас мне это не нужно. Вот. И также их тоник Fat Water. Вот эта вот штучка, на самом деле, находка, она делает достаточно плотным лицо, и если зима, например, холодная, или у вас просто круглогодично сухая кожа, это прям must, очень-очень классное средство. Используется как тоник, быстро впитывает, на него можно немножечко массаж еще поделать. И также это типа увлажняющей сыворотки с SPF. Перед нанесением макияжа я, честно, опять же, не очень люблю перегружать свою кожу до макияжа, потому что периодически почему-то средства ложатся не так, как мне хочется, мне это не нравится. Вот, поэтому это иногда для выхода на улицу. Сегодня я на улицу не очень собираюсь, но для вас нанесу. Также ежедневно бестселлер от Pussy Magic Water. Я с ними уже, наверное, года 2 или 3. Я постоянно заказываю ее из России, потому что она делает лицо супер отдохнувшим, как будто бы только что откуда-то вернулся. Итак, мы с вами начинаем с Magic Water. Наша задача просто немножко увлажнить кожу, и я также по утрам люблю делать легкий массаж. Иногда, кстати, я люблю делать не легкий, а тяжелый массаж, потому что тяжелый в том плане, что если я совсем какая-то опухшая проснулась или что-то у меня не так, я могу прям и гуаша поработать, и руками, и буквально сделать, если хочется что-то прям согнать. Сейчас у меня уже все более-менее, поэтому мы просто вот так вот наверх подтянем лицо. Очень полезно, кстати, еще прорабатывать ваш скальп. Можно прям в целом, девочки, возьмите на заметку, что массаж это супер. Можно прям с самого утра, когда встаете, вот так вот, как хорошо, прям вот так вот скальп прорабатывать, чтобы у вас туда приходила кровь. Очень хорошо. Кровь приходила, лицо подтягивалось, тут все было красиво у нас. Итак, вот смотрите, эффект на самом деле. Эффект от Fat Water. Такой, кожа немножечко начала блестеть. Она на текущий момент еще немножко липкая, но это окей, потому что липкость проходит буквально через пару минут. Так, также давайте нанесем SPF. Он имеет интересный розовый цвет. Называется Mineral Moisturizer. Соответственно, тоже направлен на увлажнение. В целом вся эта линия у нее направлена на увлажнение. Мне кажется, для непосредственно русской зимы это будет вообще просто супер. Если у кого-то летом кожа тоже страдает от сухости, то тоже можно, потому что оно не очень жирное, то есть оно как будто бы не перегружает кожу. Вот. Как-то так, видите, такой glow, аккуратный glow вышел у нас. Так, ну и, соответственно, Magic Water. Я обычно маленько сюда делаю и распрыскиваю вот так вот. На зону декольте тоже, но так тоже будет хорошо. В чем плюс воды от Pussy? Она не оставляет никаких рыжих проблем, скажем так. У меня бывало только то, что если я переусердствую, я прям каждый день, не знаю, с утра и вечером пшикаю, у меня отставалось на бровях, то есть как будто бы туда что-то забивалось, и оно не вымывалось. Но в целом по остальному все сильно круче. У меня вот, например, сейчас сходит автозагар, и вот тут вот видно, как он сходит такими пятнышками. Это я вчера его мыла. Потому что хочу смыть, чтобы к выходным заново нанести. С этим мы закончили. Сейчас перейдем к легкому макияжу. Вот, и для макияжа, а точнее для его легкости, я всегда использую влажный спонж. Я прям влюбилась в него, когда перешла на полностью жидкие текстуры. Я раньше вообще не понимала жидкие текстуры и пользовалась только сухими. Мне казалось, что это сильно проще, понятнее. Нанес хорошо, не надо ничего растушевывать и тому подобное. Сейчас я не представляю своей жизни без жидких текстур, и сухие я использую максимум пудру, либо если у меня какие-то съемки, мне нужно прям усилить эффект.
Свой макияж каждый день я начинаю с прекрасной вещи. Это Catrice. Несмотря на то, что эта штучка стоит, по-моему, 8 евро, это потрясающая замена, точно, абсолютно, один в один такой же штуки от Charlotte Tilbury, но которая стоит 50, простите. И что это? Это Glow Filter. Я не знаю, кто первым это придумал, вероятнее всего Шарлотта. Но что этот Glow Filter делает? Я использую самый теплый, самый темный 3-й оттенок. И он позволяет, по сути, на самом деле, даже не носить тональное средство, потому что он и тонирует, и придает еще больше блеск. Мне очень нравятся сейчас нежные макияжи, которые выглядят влажными. То есть такая Hailey Bieber Skin. И это прям мое. Особенно после того, как ботокс себе вколешь, вот он начинает действовать, кожа вот так вот натягивается, и этот блеск, это очень красиво. Это очень красиво в реальной жизни, он еще немножечко оседает в процессе носки, в процессе нанесения макияжа. И он в реальной жизни выглядит супер натурально, как будто бы вы просто с кремом. На лице сейчас имеется высыпание, как я сказала, поэтому я буду использовать консилер. На Тарте я сижу, наверное, уже тоже года 3. Потрясающая фирма, лучшие консилеры. Я пробовала разные другие, вот не подходят. Этот идеально. И мы делаем совсем немножко просто, чтобы освежить лицо, не выглядеть уставшими. Плюс мне сейчас не очень нравится, ну и в целом я не очень стала приверженницей full face макияжа, если это на каждый день, если это не просто куда-то на выход, потому что в этом вообще нет никакого смысла, особенно в Испании, когда летом плюс 40, full face макияж — это просто бесполезная история. Зачастую просто немножко загоришь, наносишь этот фильтр, и все это выглядит просто супер. Возможно, кстати, я примерно из-за этого перешла на жидкие текстуры, потому что с сухими это невозможно, у тебя все будет течь. По румянам у меня каждый день стоит выбор. У меня такое полузаконченное, не покупаю, потому что этого еще на полгода хватит. 2 штучки от Charlotte Tilbury и 1 штучка от Лены Крыгиной, это тинтер. И я в зависимости от настроения разные использую. Сейчас, в общем, мы будем использовать Кика. У меня есть их легендарный 201 скульптор, который я тоже очень люблю, но сейчас мы не будем его наносить. Мне не нужен. Но румяшки мы будем использовать и как румяна, и как скульптор. Это оттенок 08. Очень приятные румяна. Во-первых, мне очень нравится текстура Кика. Во-вторых, она очень классно тушуется, и цвет здесь супер натуральный. Он, с одной стороны, смешивается с цветом кожи, с другой стороны, он может тоже дать этот лифтинг-эффект, как от скульптора. Что я делаю? Я всегда наношу по лифтинг-линиям румяна и скульптор, или румяна и скульптор, чтобы они, во-первых, дублировали друг друга, во-вторых, чтобы мы вытягивали лицо, естественно. И что мы делаем? Раз. Я не знаю, видно вам или нет. 2. Рисуем треугольничек. Также 3. И вот сюда. То есть вот видите, у нас так наверх шло. И здесь то же самое. Главное, смотрите в зеркало, чтобы рисовали не на вот этой вот части, которая плоская передняя, а сбоку. Чтобы лицо тянулось. Хорошо. Можно немножко подбородок. И также нашим прекрасным бьюти-блендером мы начинаем эту красоту растушевывать. Главное, тушуйте все тоже наверх. А то смысл того, что мы это наверх нарисовали, а потом собственноручно опустили. И видите, эффект остается супер натуральным, то есть практически его не видно. Но мы-то знаем, что он есть. Конечно, знаем. Вот и тут то же самое. Прям чук-чук-чук. Пам-пам-пам. Наверх, наверх, наверх.
Если что, не бойтесь растушевать слишком много, потому что всегда средства можно добавить. Так, я думаю, что можно еще немножечко на носик сделать. И все, этого достаточно. Дальше у нас в программе гель для бровей. У меня есть Пусси, легендарный Пусси, мне из Москвы привозили. Ну, так, у меня вот лежит один еще не открытый. Я не скажу, что мне очень сильно понравилось. Возможно, дело в этой новой формуле, но с самого начала, даже пока он еще не был грязный, у меня он садился белыми пятнами. И мне прям не нравится. Я сейчас купила новинку. Все, он уже почти закончился. Очень мне понравилось. Это Sephora выпустили свой гель для бровей. Sephora, кстати. Кто знает, как правильно. Я всю жизнь Sephora их называю, но иногда поправляют меня. Напишите в комментариях, если знаете как. Вот, очень хороший гель для бровей. Вот такая вот щеточка. Очень хорошая. И, собственно говоря, я просто зачесываю брови наверх. У меня они покрашены, поэтому мне нет смысла использовать никакие карандаши. Я, если честно, вообще практически карандаши никакие не использую, терпеть не могу. На самом деле, чем проще, чем меньше средств, тем лучше. Так, сейчас покажу вам позорище, но проблема в том, что этих карандашей фиг купишь, и я постоянно заказываю их из Москвы. Не поверите, это Vivienne Sabo. Посмотрите просто, в каком они состоянии. Я берегу, как зеницу ока. Я использую третий оттенок обычно просто на контур губ и не использую никакие бальзамы. Иногда могу добавить даже румян на губы для оттенка, для общей синхроничности. Вот, но сегодня не знаю, посмотрим. Также маленький секретик, расскажу вам. Каждое утро я ухаживаю за своими кутикулами с помощью вот этой вот штучки, потому что я не покрываю ногти уже достаточно давно и делаю маникюр самостоятельно. Тут уже пора кутикулу отодвинуть и отстричь. У меня еще очень часто эта штучка с собой в сумочке, потому что мне прям нравится вид ногтей влажных. Смотрите сразу, какой вид, пальчики сразу более ухоженный. Вот, и мы переходим с вами к волосам. Что по волосам? У меня свежевымытые с вечера волосы. Я их не сушила, не укладывала. Обычно, если я их не сушу, не укладываю, они самостоятельно высыхают. Они имеют вот примерно вот такой вид. То есть никакой укладки. Вот при этом, ну, с точки зрения корней достаточно свежие. Но я такое не люблю заново укладывать. Я зачастую делаю какую-нибудь простую прическу. И это обычно либо зализываю наверх и делаю тугой пучок, либо же я просто делаю хвост. Я думаю, что сегодня мы пойдем путем хвоста. Сделаем просто хвост. Так, для всего дела я использую разные расчески. Разные расчески использую, потому что я люблю хвост такой зализанный, при этом не сильный. Я никакие средства точно не буду использовать. Иногда могу подколоть челку невидимками. Но в общем и целом примерно вот так. Мы, мне кажется, закончили. Я вполне готова идти. Примерно так проходит каждый день. На самом деле суммарно это занимает не более 15 минут. Это я с вами просто очень много говорю. И как-то да, как-то так. И так можно уже, смотрите, и в пире, в люди, в куда угодно. И никто вам не скажет, что вы накрашены, если честно. Ну, кроме губ. Но губы is up to you. Спасибо всем большое, кто досмотрел это видео до конца. Если у вас есть какие-то вопросы, обязательно пишите. Если у вас есть какие-то темы, которые вы хотите, чтобы я вам рассказала, обязательно пишите. Подписка, лайк и до скорых встреч.